Всем привет, с вами Алла, и в этом видео покажу, как буду делать заполняющую стежку. Стежка называется стиплинг или мозги. У меня это заготовка для подушечки. Подушечку мы сошьем в следующем видео. И заготовка у меня с вышивкой. Приступаем к работе. И у меня полотно уже с вышивкой, это машинная вышивка. Если у вас нет вышивальной машины, это не беда. Возможно, вы вышиваете руками, или же у вас есть ткань с вышивкой. Она вот такая бывает разная абсолютно. Это уже готовая вышивка. И не ограничивайте себя, если у вас какой-то техники нет, ее всегда можно чем-то заменить. И далее, смотрите, я ничем не дублировала ткань, так как ткань у меня не тянется ни в одну сторону, поэтому я ее не дублировала. И взяла Slimtex 150 грамм на метр. Все, у меня нет ткани для бэка, она мне здесь не нужна. И про нитки. Нитки я рекомендую в тон для заполняющей стежки, особенно если вы новичок и только учитесь. Вот смотрите, у меня темно-синяя ткань с отливом, и нитки у меня также темно-синие, тоже с отливом. К сожалению, у меня здесь не сохранилась наклеечка, поэтому показываю на другом цвете. Это нитки специально для квилтинга. Это не вышивальный полиэстер, который я рекомендовала ранее, это специальные нитки для квилтинга. Если таких нет, берем вышивальный полиэстер. Если вы только тренируетесь, можно даже взять обычный швейный полиэстер. Также понадобятся иголочки портновские для того, чтобы сколоть эти два слоя. Заготовочку я сколола, и сейчас немного теории. Смотрите, если присмотреться, то стиплинг вокруг вышивки у меня мельче, к краям он расходится более крупным. Но эта задумка у меня именно по этим подушкам. Очень тоже хорошо смотрится стиплинг, когда он весь примерно одинаковый. Здесь у меня вышивки нет, поэтому я делаю весь его равномерным. Далее я предлагаю понять, как же все же нарисовать стиплинг. Почему именно понять? Потому что я рассказываю только свой опыт, делюсь своим опытом, как это было у меня. Мне хватило одного листочка альбомного для того, чтобы понять, как это делается, куда мне идти. И затем я села за швейную машинку и начала практиковаться. Скажу сразу, что не одинаково учиться рисовать ручкой или фломастером и рисовать иглой на швейной машинке. Поэтому вы можете попробовать и так, и так. Я знаю, что есть очень много людей, которые отрисовывают элементы стежки и только затем садятся за машинку. Мне проще сразу нарабатывать навык на машинке. Но все же понять стежку нужно именно на белом листе бумаги, как говорится, черным по белому. Итак, поехали. Смотрите, первое, что я рекомендую, это, конечно же, начать с полукруга. Ну, это даже больше, чем полукруг, то есть мы начинаем вот даже вот так. Да, это вот так восьмерочка у нас не окончена. И смотрите, чем круглее у вас вот эта часть, вы должны понять, что вот это круг. И вот это круг. Следующий у нас будет вот здесь круг. Следующий здесь, здесь. Круги могут быть больше, меньше, но они должны быть кругами. Чем круглее у вас вот эти элементы, тем красивее будет ваш стиплинг. Это проверено уже годами. Вы могли также встречать стиплинг, ну, вот такие огурцы, я их называю. Он тоже имеет место быть, и у меня даже не всегда эти огурцы получаются, ну вот примерно как-то так. И вот даже на листе бумаги, если присмотреться, это тоже имеет место быть. И когда вы только тренируетесь, это неплохо. Вы должны набить руку. Но вы видите, что вот здесь круга нет, здесь овал. И здесь овал. А здесь у нас круг. Вот везде. Какой бы я ни взяла загогулинку, да, у меня будет везде получаться более-менее круг. Вот это нужно понять. Еще раз. Начинаем с восьмерочки.
не до конца, да. То есть у меня один круг может быть, ну, там больше другого или меньше, но в среднем они будут получаться примерно одинаково. И далее мы продолжаем только кругами. Чем круглее у вас будут получаться эти мозги, тем красивее будет стежка. Далее, я все же рекомендую начинать всегда с центра. И вот смотрите, к примеру, как мы делаем. Да? Мы первую рисуем восьмерочку. И смотрите за тем, чтобы у вас эти стиплинг не шел линиями. Двигаться нужно все же немножко по кругу, но какими-то элементами. Вот смотрите, я сейчас сделаю просто линии, вот, да, ну, у меня даже плохо получается, но вот все же, да, просто линии, ну, это будет не стиплинг. Стиплинг, он, вот, видите, как, это просто линии, да. Вот это, кстати, способ, можно хорошо отработать именно круги. Но это все же не стиплинг. Как у нас делается стиплинг? То есть мы начали с середины, и по краям мы все же идем по кругу, но делаем мы это вот так. То есть у нас стиплинг должен быть похож на мозги. Вот смотрите, я вот здесь сделала совсем маленький, да, если присмотреться кружок. Здесь у меня даже больше огурец получился. Ну, дело в том, что на машинке мне, так как я все же на машинке это все отрабатывала, мне проще. То есть вы поняли, да, о том, что мы идем как бы по кругу, заполняем постепенно, но не вот такими просто спиральными линиями, а мы стараемся придать, так как я буду показывать, да, вот у меня будет центр мельче, как сделать их больше. Вот, к примеру, у меня здесь маленькие, и вот точно так же плавными движениями я это просто увеличиваю. И так идем под машинку. Итак, мы возле машинки, и смотрите, я опустила зубчики, они не мешают движению сэндвича. У меня они опускаются с помощью кнопки. Если у вас кнопки нет и они не опускаются кнопкой, либо у вас есть пластина, которая перекрывает эти зубчики, либо, если у вас прямострочная машина, возможно, промышленная, вы снимаете игольную пластину и с помощью двух винтиков, вот тут они находятся, выкручиваете зубчатую рейку. Далее у меня стоит игла для кожи номер 90, хотя для такого сэндвича я могла взять и 80, но у меня не было этого номера, поэтому взяла 90. Если сэндвич у вас толще, я рекомендую брать 100. Две одинаковые нитки у меня стоит и внизу, и вверху одинаковая нитка. Конечно же, лапка для стежки. Лапки для стежки я уже показывала. Кто не видел, ссылку оставлю под этим видео. И также, что немаловажно, я специально поставила так камеру, чтобы было видно, что у меня натяжение нитки стоит на автоматическом. То есть у меня это номер 4. Вот вы видите, внизу 3, вверху 5. У меня стоит на четверочке. Прежде всего я обойду полностью по контуру свою вышивку. Вот отступаю буквально 1-1,5 мм по всему контуру рисунка. Первое, что я делаю, обязательно вытаскиваю нижнюю нить наверх, просто опустив иголочку вниз и потянув за нее. Это нужно обязательно, потому что внизу наша нижняя нить может запутаться. Не забываем, что лапку всегда нужно опустить. Придерживая кончики ниточки, я приступаю. Почему я, во-первых, всегда при стежке у нас должна оставаться иголочка внизу,
в самом сэндвиче. И смотрите, если у вас нет кнопки позиционирования иглы, мы вручную, прежде чем что-то поворачивать, опускаем иголочку вниз. Далее я буду вертеть сэндвич, и вообще, если вы только учитесь, я рекомендую крутить его в том направлении, в котором вам удобно. Мне сейчас не очень удобно перед камерой, поэтому когда у вас уже появится навык этой стежки, вы сами поймете, что вы на то, чтобы крутить сэндвич, тратите много времени и сами перестанете это делать. Но для камеры, конечно же, я буду показывать стежку так, чтобы вам было это видно. И смотрите, я уже прошла туда. Сейчас я пойду вот так, обойду лепесточек. Ну, в общем, по вот этому контуру. Здесь у меня контур, он такой закрытый. То есть я его закончу, сделаю закрепочку и дальше пойду. Смотрите, вот эти кончики я пока оставила, они у меня здесь есть. И дальше покажу. Продолжаем. Я делаю это все на медленном ходу, только потому что мне, во-первых, хочется, чтобы вы это увидели. Вообще стежку я делаю на быстром ходу, особенно заполняющую, потому что это удобнее. Не бойтесь мельчить, то есть не бойтесь делать мелкие стежки. В заполняющей стежке это даже лучше. То есть я передвигаю сэндвич. Если у вас скользкая ткань, обязательно одевайте перчаточки, это важно. И я хочу, чтобы вам было лучше видно. Я поверну. Я не знаю, слышно ли вам будет, как у меня иногда скрипит. Это скрипит не машинка, это скрипит лапка. Я ее почему-то раньше смазывала, это помогало, а сейчас вот эта пружинка, она скрипит. Нужно поменять лапку. Все, вот смотрите, я дошла до того места, вот видно, вот откуда ушла у меня ниточка. Я немножко пройдусь взад-вперед для того, чтобы закрепить, но эти ниточки я потом спрячу и покажу, как я это делаю. И сейчас, смотрите, поднимаю лапку. Вот здесь я обошла по контуру. И там, где у меня пространство, я сделаю мелкий-мелкий стиплинг. Конечно же, я постараюсь показать вам. И я надеюсь, что будет все видно. Чем выше скорость в стиплинге, тем проще его делать, это правда. Ну вот тут прям совсем мелкие. Все, я сделала. Сейчас я сделаю закрепочку. И также я перехожу на следующий элемент. Тут я уже его сделала. И дальше я прохожу на следующий элемент. И точно так же делаю по кругу. Далее мелкий стиплинг. Смотрите, я хочу, чтобы было максимально видно, как сделан контур, как сделана стежка. Это такой же стиплинг, только очень-очень маленький. И также еще забыла сказать, если вы по моей рекомендации используете иглу для кожи, не пугайтесь, что машинка, создается впечатление, что машинка стучит. Она не стучит, это так работает игла. У нее другой прокол, у нее прокол очень хороший для стежки, то есть она отлично справляется с этой сдачей, но она громкая. Не пугайтесь, вы меняете иглу на свою универсальную или обычную, или там что вы будете шить, и этот стук пропадает, это стучит игла.
К сожалению, на этом видео у меня был очень плохой звук. На самом деле динамик очень сильно преувеличивает скрип моей лапки, и мне очень это не понравилось, поэтому я звук убрала. Но здесь и так хорошо видно, как я иду, распределяю стежку, как это все происходит. И, конечно же, в следующий раз свободно ходовую стежку буду снимать только на новой лапке. Что хотела бы очень сильно отметить здесь, то что когда ваша машинка строчит очень быстро, не бегите за ней, не делайте резких движений. Движения должны быть плавные и руки никуда не спешат. Все получится хорошо и идеально. Стежку я закончила и, как обещала, покажу, как спрятать концы ниточки. Смотрите, я уже одела иголочку. Я беру обычно тоненькую иголочку, конкретно бисерную. И смотрите, я делаю узелок. Узелок самый-самый обычный. И этот узелок я стараюсь завязать примерно в сантиметре от ткани. Видно, да? Вот узелочек. И дальше я прокалываю иголочкой в то же место, отвожу и вытягиваю. Все, вот смотрите, узелочек. Все, он внутри, и этот край уже не распустится. И на этом заготовочка моя полностью готова. И теперь у меня их две. И в следующем видео я из них сделаю очень интересную подушечку. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если остались вопросы, задавайте. Ну и до встречи в следующих видео. Всем пока-пока!